Всех приветствуем на свежем новостном выпуске Хроника Стен. Активность на канале от наших подписчиков заметна, и мы хотим сказать спасибо каждому за вашу поддержку. А сегодня мы приготовили для вас свежие проекты, которые, на наш взгляд, заслуживают отдельного внимания. Так что усаживайтесь поудобней, и мы начинаем. С 26 октября по 14 ноября в галерее Джуди Роллер невероятно талантливый, известный своими гиперреалистичными работами, Райтер Смук представил свою первую персональную выставку под названием «Кожа и кости», путь до которой стоил художнику немалых усилий. Его стилистика в работах по-настоящему потрясает своей точной отработкой каждой детали в его персонажах. Каждая работа – это настоящий праздник для глаз любого, кто это увидит. А мурал направления позволяет ему выводить свой стиль на более масштабный уровень, что наглядно демонстрирует то, на что способен человеческий талант и желание создавать что-то невероятно крутое. Отличный художник, и его первая выставка это доказывает. Следите за ним в Инстаграме и набирайтесь вдохновения. Мистер Ценс с новой работой в своем родном Лондоне при поддержке компании Молотов продолжает украшать город своими красочными портретами. Буквально пару недель назад Георгий Куринов, известный как Гуз, в Краснодаре сделал очередной праздник цвета на фасаде пятиэтажного жилого здания, картину под названием «Весна». Он показал в ней свой взгляд на важность гармонии человека с природой и планетой в целом. Согласование и получение разрешения на проект длилось более 6 месяцев, но благодаря Управлению по делам молодежи Краснодара этот вопрос все-таки удалось решить в пользу стрит-арта. Бюджет на картину собрал сам художник. Спасибо Инстаграму и каждому, кто поддержал его в этом проекте. Работа длилась 5 дней. В ходе которой не обошлось и без курьезных моментов, признался автор. Первый эскиз картины пришлось немного переделать в связи с критикой местного священника, ведь, по его словам, явно попахивало неоязычеством. Также местные жители не стеснялись и требовали оплаты за порчу имущества, проходя мимо, а на третий день приехал наряд полиции. После звонка на горячую линию одного из жителей, который жаловался на шум и неудобства, связанные с проектом. Но несмотря на все трудности, Георгий отлично справился с задачей и признается, что с большой иронией подходит к своему делу и безумно любит то, чем занимается, несмотря на все нюансы и издержки. Работа сделана с глубоким смыслом, взятым из книги Владимира Серкина «Хохот шамана». Далее, в начале ноября художник сделал футуристичную картину специально для жилого комплекса «Седьмой континент» строительной компании «Алмакстрой». Работа создана по его авторским эскизам специально для этого проекта. А в данный момент Георгий не сидит без дела и работает над благотворительным проектом для Международного фонда дикой природы. Картина «Вернем Лео» посвящена возвращению переднеазиатского леопарда домой на его естественную среду обитания, после того, как он был полностью истреблен в 20-е годы прошлого столетия, а также животным и растениям, которые находятся на грани исчезновения. Гуз – безумно продуктивный райтер, которому явно не сидится дома, да и осень особо не портит настроя. Такими темпами Краснодар скоро станет столицей стрит-арта в России. Новый мировой рекорд. Самая большая каллиграфия в мире снова в Москве. От известного каллиграфа Покрас. 11 тысяч квадратных метров росписи его новой работы под названием «У нас свой путь». На роспись ушло 5000 литров краски. Рекорд установлен в рамках коллаборации с футбольным клубом «Локомотив», расписав площадь перед стадионом РЖД-арена в Черкизове в красно-зеленые цвета, родные для действующего чемпиона.
Текст написан на разных языках мира. Этим автор подчеркивает мультикультурность современного спорта. У нас свой путь, очень близкий ему как художнику вектор развития. Только оставаясь независимым, веря в свои ценности и преодолевая трудности, можно оставить след в истории. В спорте действуют те же законы, и вершин добиваются исключительно те, кто остается верен себе, несмотря ни на что. Но многое связано именно с эмоциями. Страсть, смелость, вера, поиск себя. Именно поэтому работа создана местами в экспрессивной манере, почувствовать которую можно через эти снимки. Отдаем наше почтение автору. Такие работы стоят внимания всего мира, и тем более рекордных показателей. Это по-настоящему впечатляет и вписывается в городскую среду как нельзя лучше. И да, кстати, в нашей группе ВКонтакте под этим выпуском вы найдете большое интервью с этим интересным художником. Так что всем советуем посмотреть. Интересный художник, а значит, будет много полезной информации. Известный на весь мир стрит-арт-художник Эдуарду Кобра завершил свой проект «Цвета для свободы» в Нью-Йорке. В общей сложности он сделал 18 фресок по всему городу. И их целью является стремление к миру для всех видов социальной справедливости, направленные против расизма и насилия. Это был период около 5 месяцев, полный трудностей. Художник отметил, что уезжает из Нью-Йорка с чувством полного удовлетворения, достигнув того, о чем он мечтал все время, а именно побывать в Нью-Йорке, в городе, который является ключевым и значимым в истории уличного искусства. Московский райтер Раско этой осенью отличился также своей активностью на стенах, сделав несколько сочных работ на фоне серой Москвы, некоторые из которых отсылают нас к истокам его динамичного стиля и прогресса за все это время. Также он пробует себя на холстах и, судя по всему, не собирается останавливаться. Поэтому ставим жирный лайк этому райтеру и ждем новых работ. Английский райтер Фана Капан, известный своим гиперреалистичным стилем, опубликовал на своем аккаунте в Instagram 2 крутые видеоработы, сделанные в Швейцарии и Калифорнии, что мы также не можем не отметить, так как стиль его работ реально будоражит сознание вопросом, как такое возможно нарисовать банкой краски? Эффект хрома, будто на фотографии, а не на стене. Всем советуем посетить его страницу и равняться на его уровень. Дима СВ, райтер из Оренбурга, 7 декабря открывает свою персональную выставку. В этом году он обещает абсолютно новый формат выставки. И если ты был на прошлых мероприятиях от Димы СВ, то ты сможешь подтвердить наши слова. А кто только знакомится с творчеством СВ, будет очень полезно начать именно с этой выставки. Так что всем любителям с прекрасного города Оренбурга обязательно быть. Голландский райтер Das представил свою новую коллекцию форм Брикве на совместной выставке в Дортмунде, Германия. За последние 20 лет художник Das с каждой новой работой расширял свои личные творческие границы, тратя бесконечное количество времени, практикуя и совершенствуя свой стиль, сталкиваясь со стенами по всему миру. От Китая до Мексики, от Австралии до Нью-Йорка. По всему миру он рисовал огромные красочные фрески, и каждая картина представляет собой его прожитый момент времени, насыщенный цветами. А в последние годы Das искал способы объединить эти уличные работы с его очень подробными наработками в студии. Результатом стала его первая коллекция скульптур Брикве.
Это части фрагментов из его прошлых стен и воплощение их в новую форму. Начинался этот эксперимент формы с его первой нарисованной стены, с которой он взял кусок и использовал его в качестве основного элемента в своих новых произведениях, соединив все моменты времени и превратив их в новую форму. Выставка проходит до 29 декабря. Всем спасибо за просмотр. На сегодня у нас все. Ставим лайки и подписываемся на канал. Впереди еще много интересного. Не забывайте также подписаться на нашу группу ВКонтакте. Пишите, чьи работы вам понравились больше. Всем отличного настроения и пока!